Доброго времени суток, с вами Атлант. Небольшой апдейт просто о том, где мы сейчас находимся, потому что многие уже начинают опять переживать. Мы разворачиваемся, все, сейчас здесь накопление и пойдем вниз, да, легко. Здесь может произойти небольшая коррекция, да, небольшое коррекционное движение. Обратите внимание на наши цели и как цена, да, гуляет именно по этим целям. Когда мы снизу оттолкнулись, у нас была перепроданность, пошли наверх, закрыли цель номер 1. Я закрыл часть позиций в этом моменте и показывал это вам закрытую в открытую группу. Также после чего откорректировались к уровню по CME 17425, корректировались именно к этому уровню 17425. Это свечка по CME на 4-часовом таймфрейме, где она закрывалась, да, вот эту область откорректировались. И пока сделали опять выход наверх. Вот смотрите, если сейчас мы будем открываться, да, скоро в понедельник, если мы будем торговаться выше, тогда у нас здесь получится небольшой гэп на 4-часовом таймфрейме, но у нас здесь он получается как расторгованный. То есть если мы откроемся, например, где-то на 19, вот это будет уже прям опасно, да, то есть откроемся, пойдем наверх, то потом действительно будет опять же такая ситуация, что внизу остается гэп, и цену будет к нему тянуть как магнитом, поэтому нам по-хорошему было бы очень удобно, да, остановиться пока в этой области, закрыть мои цели и вернуться обратно и здесь продолжить идти, еще продолжить идти в нашем накоплении, да, которое у нас здесь собирается. Возможно, даже вот таким образом у нас будет последующее. То есть там было первое касание от опять локальная трендовая собирается, да, у нас от 5 августа первое касание, здесь получается на 10 августа второе касание, да, и у нас вот этот август будет очень интересный, там еще перемирие впереди, слышали, да, грозится произойти наконец-то уже. Если вы знаете, да, слушали новости про Иран, в общем, там у них все порешалось. Трамп здесь такой интересный, вроде как Супермена, да, выступает, интересная роль у этого актера первоклассного, так уж получилось. И все это у нас длится по поводу Ирана, да, это все длится еще с 80-х годов. И это все потихонечку вот в данный момент разрулилось, разрешилось, и мы видим позитив на рынке. И представляете, да, какой будет дополнительный позитив, а ему здесь место быть. То, что сейчас происходит, вы это прекрасно видите, да, у нас все, идут хорошие вливания, среднесрочная трендовая у нас здесь выдержала, от которой мы, кстати, оттолкнулись, вот здесь, да, получается, 50 ма от среднесрочной трендовой оттолкнулись, и в нашей структуре мы сейчас торгуемся в верхней ее части, верхней грани. Чаще всего что происходит в такие моменты, правильно, да, чаще всего большая вероятность, около 80% того, что мы пойдем дальше пробиваться наверх и будет отработка этого паттерна. А соответственно, также у нас по Атлант МАКДИ здесь у нас зеленый свет опять проявляется, еще не появился, но проявляется. И
можем пойти дальше. Да, у нас зеленая точка здесь отсвечивать начинает. Так, по часу у нас RSI немного остудили. Мне не нравится сейчас на часе перекупленность по серии. Так, четверка еще свободная, еще можем пройти. Ну, в принципе, смотрите, взять, если прошлые цели, да, которые у нас были, у меня была цель номер 1, цель номер 2. Смотрим по графику. Пришли цель номер 1, закрыли. Цель номер 2, смотри, где она. Сейчас поближе совмещу, чтобы было видно. Смотри, цель номер 2. Буквально не дошли до точки, причем вот он шпиль. Буквально не дошли до точки 119, 111. Точка была 119, 150. 156, 150, 147, 150. Буквально не дошли каких-то 30-40 долларов. Я считаю, эта цель закрыта. Поэтому мы этот момент можем убирать, удалять в целом из графика. Оно больше здесь нам не нужно, только глаз мозолит, да? Так, поэтому... Последующая цель, где у меня закроется еще часть позиций, это 119 400, 119 400, да, вот здесь она у нас 373 верхней грани. И в данной ситуации, поскольку у нас вот здесь не произошел этот выстрел, да, и не закрыли мои эти позиции, я цели передвинул немного выше. То есть в данный момент у меня на 119 800, те, которые цели были на 119 370, которые были в эту часть, да, я их передвинул немного выше. Потому что сейчас здесь в этом накоплении мы как раз можем выйти наверх на 119 666, 800 и 888. И еще один очень интересный момент. Обратите внимание, у нас, если вы помните, да, Трамп, Путин на 8.08 было заявление от Трампа, что он угрожает новыми санкциями, да, или, в общем, была ознаменована именно вот эта дата, 8.08, помните все. А теперь смотрите, ровно через неделю, опять же на пятницу, они все вместе встречаются, слышали, да, где едут на Аляску, да, и Трамп, и дальше, если все произойдет так, как запланировано, то туда приезжает гражданин, которого выбрал народ в одной большой стране, и мистер Зеленский, вот, и они там должны будут о чем-то договориться, что, скорее всего, и уже будет происходить, и мы сейчас посмотрим, как эту неделю будем расторговываться, скорее всего, будет какой-то зеленый паттерн положительный, имеется в виду бычий, да, даже если будет какой-то откат вниз. В общем, посмотрим, что будет происходить. Могут, конечно, сделать ход конем. Смотрите, они что могут сделать. Если это все-таки сценарий, который уже давным-давно прописан, и он действительно должен будет завершиться вот здесь, именно сценарий. Это сейчас немножко кто-то посмеется, да, и скажет, в общем, это немного как из конспирологии, да. Если это сценарий, улови мысль, который давно спланирован, тогда мы 15-го, это получается третья восьмерка, 8.08 у нас было здесь, да, и плюс, получается, как плюс 8, это 15, ну, 16 получается число. Но они встречаются 15-го, но это получается с 15 на 16, да, то есть здесь такой момент. И там, где должно произойти как бы перемирие, тогда это просто доказывает очередной раз, что это одно большое спланированное кино для тебя и меня, и всех остальных. Просто нужно понять
и не сопротивляться, а двигаться дальше. Здесь в целом-то и сопротивляться никогда не получается, и не получится никогда, потому что против течения этой большой энергии, если ты пойдешь как-то вопреки, тебя просто смоет, выбьет из сил, закрутит водоворот и тащит на дно, дорогой друг. Так что береги себя, обязательно используй стоп-ордер. Все будет биткоин. В общем, вот такая история у нас творилась. И то, что будет впереди, все это дело у нас, конечно же, отмечено на графике. Еще раз обратили внимание, да, как интересно мы движемся, и именно от моих целей мы отталкивались. Сейчас посмотрим, что будет дальше, последующие цели на графике. Кто хочет ко мне в группу и получить доступ к моим графикам на 15-минутном, 4-часовом, часовом и дневном таймфрейме, пишите в личку, ссылки в описании, вступайте к нам в ТГ. Торгую я именно на бирже BinX. Изолированная раздельная маржинальная торговля позволяет открывать по несколько лонга и шорт позиций на одном и том же инструменте. Но опять же, не подряд везде, да, набираешь лонг-шорт, а именно от уровней. Приходим к целям, подобрали позицию, перевели без убыток, наблюдаем, выбило, ничего страшного. Другие позиции, которые мы в лонг открывали также частями, еще раз, да, помните, я показывал, закрывал по биткоину 2500%, да, закрывал, и по другим активам, в общем, все есть. Кому интересно посмотреть, да, и прошлое также закрывали, тоже интересный момент был. В общем, очень хорошо мы здесь уже хорошо прикрыли некоторые позиции, поэтому остается дальше пока наблюдаем. Часть актива перевели в биткоин, часть вырученных средств, да, опять же, откупаем биткоин, неважно по какой цене. Еще раз говорю, что сейчас такое время, что можем очень хорошо и очень далеко уйти выше, наверх. Такая фигура тоже. Вот смотрите, еще такой момент, и сейчас опять многие скажут, да такого быть не может. Смотрите, такое было уже не один раз. Вот здесь тоже у нас как скрытый такой паттерн, да, голова и плечи. И вот правое плечо такое расторгованное вверх, да, растянутое. Немного нестандартная, сбитая такая структура. Смешная. Так, и высота этой структуры. Вполне, и такое уже раньше тоже отрабатывалось, и в данный момент вполне легко что-то подобное может опять отработать. Хотя такие паттерны по книге не работают. То есть голова, плечи, у нее должен быть наклон вниз обычно, да, это паттерн разворотный на медвежьем рынке. И, соответственно, P-гиб перевернутый. Это, опять же, он должен и строиться как вот здесь, да, строится. То есть P-гиб строится вот таким образом и прорабатывается вниз. И голова и плечи встраиваются таким, да, образом. То есть только вниз наклон у него прорабатывается вверх. А здесь у нас именно обманный такой маневр, который тоже уже не первый раз такое было, и именно на биткоине, на Ethereum, на Ripple, на XRP. Кстати, XRP тоже хитрый такой актив, иногда такие моменты стоит отслеживать, да, тоже. Легко такой актив может пробиться у нас наверх. Но опять же, нужно смотреть, где будет пробиваться. Здесь более четкую линию нужно будет отрисовывать, смотреть, где мы будем подходить к верхней грани, уже от нее ставить точку, и такой момент вполне будет отработан. Но нужно смотреть, это должно происходить именно не позднее, чем понедельник, конец
американской сессии, да, начало китайской. Понятно, что оно еще не открыто, но мы торгуем биткоин 24/7. Так что здесь не говорится о том, что какие сессии закрыты, открыты. 24/7 работают и отслеживаете, да, это вам поможет. В общем, в конце американской сессии, в начале китайской сессии, кстати, китайцы в этот момент могут сделать этот хитрый ход конем, выйти наверх сюда и в дальнейшем еще отработать вот эту структуру, именно вот этот момент недалеко, после чего уйти в хорошее, опять же, погрузить цену вниз. Как так получается? Хотел записать короткое видео, да, и мысли, поток мыслей отслеживаете, да, их. Ладно, в общем, с вами был Атлант. Всем удачи, спасибо за внимание. Обязательно используйте стоп-ордер, торгуйте на правильных биржах. Кто хочет к нам, пишите в личку, ставьте обязательно лайк. И в начале каждого видео всегда ставьте лайк, оставляйте какой-то небольшой комментарий. Желательно, чтобы это было на YouTube-канале. Помогите каналу развить. И все, пока-пока.